Всем привет! Это я, Татьяна, Таня, на канале Life in Iowa State, жизнь в штате Айова. Я в рабочем состоянии. Ходила, работала, думаю, запишу вам видео, хотя бы небольшое, расскажу, чем я сегодня занимаюсь. Это тот дом, который мы делаем. Я уже мечтаю, мы уже мечтаем, может быть, в пятницу уже попытаюсь сделать фотки, если мы все повыносим, все строительные материалы из дома, чтобы уже хоть как-то поставить его, может быть, на продажу. Ой, уже устали, конечно. Я покажу, чем я сегодня занималась и занимаюсь. Вот. Внутри такого много я сделать не могу. А вот снаружи сегодня я могу немножко поработать. Сейчас я вам покажу. Я сегодня немного костер полю. Тут была бумага, и вот полю завалившееся дерево, некоторые ветки, солому туша такая лежит уже. Доску нашла в посадке. В общем, мы эту посадку вначале чистили от мусора, от всего. Потом у меня есть такая куча камней. Камней, кирпичей. Это мы пособирали вокруг дома. Брат мой приехал вокруг дома, пособирали очень много. Впереди порога кто-то делал клумбы. Но они там ни к чему, камни мешают. Не покосишь, ничего не сделаешь. Такая большая территория. Вот эту кучу надо будет все, конечно, на тачку и туда распределить в посадку. Большие, конечно, камни тяжеловатые для меня. Я ногой катила, но не знаю, лучше с тачкой. И здесь очень много, такая низина, очень много воды. Здесь мы уже мелкие камни сюда тачкой прям приезжали и скидали. А здесь вот что я делаю сегодня, это такое болото небольшое. Я кидаю кирпичи, но все утрамбуется и уйдет в землю. Потому что тут как-то низкая часть. Вот. Вот такой вот сзади. Тут нема заборов, нет перегородок. Вот слышно, едет поезд. Наверное, будет проезжать через эти рельсы. Он бывает громко проезжает. Вот это корень пошел. Вот такой наружный корень. Здесь мы, когда купили дом... О, там кто-то мертвый. Коты. Вот люди придумывают сюда приносить каких-то животных. Олень тут лежал было. Короче, мусор. Но уже, если видите, немножко позгребали, они поубирали. Вот. Это рельсы, тут идет поезд. Он идет и у нас через город, через Шеритон. Тут такая тоже низина. Вот. И чего намудить, потому что здесь переезд. И вот туда дальше идет переезд. Возле каждого переезда поезд дает сигнал, что он едет. Вот это такая аллея, это такая дорожка, получается, разделяющая территории. Есть аллеи, на которых можно проезжать. Но тут я не вижу, чтобы машины ездили. Тут они не ездят. Вот у человека тоже большая очень территория. Вот. И вот это все наша территория, получается. От посадки, сарай. С сараем ничего делать не будем. Так и оставим его, думали его делать. Но если покупатели захотят, мы, конечно, может быть, и сделаем что-то. Но мы так подумали, что лучше его не трогать, потому что мы сделаем, вдруг человек захочет развалять его, построить какой-то большой сарай, большой гараж. Кто его знает, кто будет покупать, может быть, будет какой-то водитель трака. Вот такое большое дерево огромное, много тени дает. Домик наш соседей, там собачки. А вот мужчина жил здесь. Ну, не знаю, кто там жил, мужчина, не мужчина, но мужика я видела. Выходил всегда тут. У него было завал, Петрович. Куча всего было. То он почистил, я не знаю, или он решил почиститься, или он куда-то уезжает, или продает, или что. Ну, порядочек, молодец. Вот этот дом серый, он продавался. Как только он поставили его на продажу, ну, буквально неделю, и он был уже дали заем на этот дом, уже покупатели. В общем, хороший маленький тихий городок, и дома не продаются, потому что, не знаю почему, видно, людям нравится здесь жить, не знаю. Очень мало продаются домов здесь, потому как только на продажу выставляется, то сразу покупают. Я не знаю, что это за бетонные плиты. Вот. Ну, может быть, когда-то были такие какие-то подъезды для машины, кто его знает, может,
Кто его знает, что тут было? Даже не знаю. Железная дорога была здесь рядом. И тут видно, железнодорожник жил, потому что в подвале мы нашли всякие такие принадлежности, газеты и железнодорожника. Вот это я сейчас этим занимаюсь. Тут меньше воды, вот там у соседа больше воды, вот там канавка такая. И там лодка, я говорю, когда вода выступает, то, говорю, хоть на лодке греби. Тут тоже стояла туйка, ее спиляли, пытались ее полить, но она так до конца не сгорела. О, красавицы, собачки бегут. Собачки, видно, умные, они просто так не гавкают, но на вид страшные. Хорошо, что они за забором. Хорошо, что они за забором, потому что они, наверное, уже прибежали. Вот у соседа такая немножко лужа стоит. Вот. Там дальше очень удобно, как я уже показывала, строительный магазин, а там уже башня, молочный завод. Тут пенек тоже когда-то дерево росло. Вот такая у нас сегодня погодка хорошая. Ну, ветерок. Снег подтаял, потому что был снег. Кто смотрел мое видео, выпал снег. Сейчас потаял, но опять ветерок, наверное, что-то догонит. Нагонит, муж говорит, либо дождь, либо снег. Вот так вот. Всем пока-пока. Пошла дальше работать. Вот видно у людей. Всем пока-пока. Еще продолжаю. Видно у людей здесь были куры, потому что я рассказывала. Тут и перья были, и все, что хочешь было. Дырка, наверное, выходили они здесь. Вот. Тут какой-то бугор, не знаю, может какая-то могила. Но копать не буду. Вот такие дела у нас. Все. Пока.